Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. Сегодня понедельник, а это значит, что выходит новое отчетное видео. Покажу готовые работы, которые я успела связать за последние 3-4 дня. Также о текущих процессах немножечко упомяну. Расскажу и покажу, что я купила новенького, как всегда, по традиции уже. Ну и, надеюсь, будет много чего интересного. Всем приятного просмотра. Я недавно вам показывала начало нового процесса. И вот он у меня завершился. И у меня получилась вот такая лягушка. Посмотрите, какая она красавица. Зеленая. Так, давайте сразу померяем ее рост. Эта игрушка у меня получилась в длину 31 сантиметр. Такая не маленькая. Но это за счет ножек таких длинных. У нее гибкие коленочки. И также я сделала сгиб, вот где присоединяется ножка к туловищу. Так что лягушечка может вот так сидеть на полочке. Такая она подвижная, мобильная, интерактивная. Прикольная лягушка получилась. Мне она прям нравится. Симпатичные глазки у нее голубенькие. Кофточку сделала такую нежно-нежную полосочку. Не стала делать яркую тельняшку. Все-таки это нижнее белье. И не хотелось, чтобы как-то вот пробивалась рисунок через одежду. Не просматривалась. Пусть нежненькая маечка такая будет. На рукавчиках сделала рюшечки. Но, конечно же, этой лягушке я сделала наряд. Сейчас я ее принаряжу, одену платье и покажу. И вот в новом образе предстает перед вами моя лягушечка. Я решила ей платье сшить. И не хотелось такого яркого чего-то особенного, кричащего. Сшила такого нежно-зеленого цвета платье однотонное, но чтобы оно было не совсем такое скучное. Но сделала вот ей такие желтенькие пуговички. У меня набор пуговиц, и он меня выручает вот именно когда я изготавливаю шью и одежду для игрушек. Пуговички маленькие и разных цветов. И салатовые, желтые, все яркие. Ну вот хороший наборчик. Так что если вам попадется такой набор, покупайте смело, не пожалеете. Так. И самые большие муки творчества у меня были не так, как платье сшить, а какую выбрать наклейку, вот переводилку на платье. Так я долго думала, что же наклеить, какую выбрать переводилку. Я вот это первый раз наклеивала. Мне прям понравился сам процесс. Все легко, просто утюжком. Не нужно, чтобы был пар, а утюгом. Но в инструкции, как наклеить такие переводилки, есть все подробно описано. И вот выбирала, вроде бы как вот панда, допустим, не подходит к лягушке. Ежик, да, кстати, ежик хорошо был бы. Рыбка зеленая сольется с лягушкой. И этого енотика наоборот, платье светлое также не будет. Ну, короче, выбирала. Вот птичка у меня почему-то здесь больше всего показалась подходящей. Такое симпатичное платье, нарядное, детское. Но это же еще не все. Вот такие туфельки я и связала на перепоночках и пришила оранжевые деревянные бусинки в горошек вот под рисунок на платье. Ну и туфельки также хорошо сочетаются. Вот такие ножки. Босоножки побегут по дорожке. Вот. Но мне кажется, детям интереснее играть, когда можно вот лягушечку будет переодевать, и поэтому я хочу связать еще один комплект одежды, но это уже будет не сшитое платье, а связанное. И для этого я купила новый моточек пряжи Альпина Вера. Из этой пряжи я вязала уже и саму лягушку, также Альпина Вера. Вот такого лилового. Это и не сиреневый, и не розовый, как-то немножечко, лиловый, наверное, цвет можно назвать. Мне очень нравится сочетание вот зеленого и розового вот такого. И не фиолетовый, сиреневый, наверное.
Вот. И будет вот такое или платье, или сарафанчик, может быть, кофточка какая-то получится у меня. Ну, конечно же, тогда туфельки нужно будет также вязать в комплект другие. Вот эти оранжевые пуговички не подойдут под этот сарафанчик. Так что мне надо будет еще и пару обуви другую связать. Может быть, беленькие туфельки сделаю. Но это сначала я сделаю платье, потом уже буду обувь под верх подбирать. Так что вот такая лягушечка у меня получилась. Мне она прям нравится. Симпатулечка получилась. Вот. Надо мне доделать вот сейчас платье, и эта работа будет у меня завершена. Вот у меня под рукой выкройка с сарафанчиком, точнее верхней части платья, которое я шила для лягушечки. Вот что она себя представляет выкройка. Это перед полочка и две задние половинки. Выкраиваю вот такой деталью цельнокройной. Их у меня две таких детали, потому что платье надо как-то обработать, все срезы, горловину, пройму. Поэтому все прострачиваем, выворачиваем. И юбка потом это простой прямоугольник, также на сборках. Ну, легко шить такие платья, если знать принцип, как это делать. И у каждой игрушки получается своя фигура, и поэтому приходится строить выкройку для каждой игрушки персональную. Ну и раз уж я заговорила о покупках, давайте продолжим и покажу, что же я еще купила. Итак, в Фикс Прайсе купила вот такую полочку-подставку. У меня уже такая одна полочка есть, но она была деревянная, а эту я решила купить покрашенную, серую. И ее я буду использовать, настольный органайзер. Его, видите, можно поставить на ножку, облокотить на полочке в магазине «Твоя полка». У меня первую полочку я туда уже отвезла, и на ней стоят машинки вот в 3 ряда. Кстати, машинки эти хорошо покупают в магазине. Но отчет по магазину «Твоя полка» я, как и обещала, сделаю в конце мая. По прошествии месяца, как я арендую полочку. Так, такой органайзер новый. Далее купила моточек пряжи. Сейчас про покупки из Фикс Прайса. Из этого мотка я хочу попробовать связать котиков или змеек, не знаю еще что. Так, плюшевая пряжа такая, микровелюр, как ее называют, я не знаю. Ни разу такую не покупала, не вязала, но как будет укладываться в узор, еще пока не знаю. Ну, это всем известная пряжа. Также купила вот такую банку для хранения, наверное, сыпучих продуктов, ну, или для чего-то, каких-то мелочей. Мне, конечно же, понравился рисунок на ней. И, может быть, буду вязать курочек. И, как вариант, можно отправлять вот курочек и в такой банке посылки. И хранить их также в течение года, а уже перед Пасхой этих курочек доставать. Так что интересная баночка. Может быть, себе оставлю. Вот. Что-то буду также в ней хранить. Так, дальше купила вот такую корзиночку. Это все из Фикс Прайса с деревянной ручкой. Ой, как она скрипит. Но тут болтики еще не разработались. Ну, понятно, что это из Фикс Прайс, поэтому такое качество. Но она симпатичная. Ее можно также и на кухне куда-то поставить. В стол, там в шкаф, чтобы хранить какие-то пачки с крупами. Ну, я купила ее для ярмарок. Вот буду ставить также на столе. Вот эта симпатичная ручка. Так, сейчас еще немножечко поскреплю. И буду здесь расставлять игрушечки. Ну, такая она интересная, симпатичная. Вот. Также еще пряжа. Это из Фикс Прайс. Я уже такую покупала, но еще решила купить такого телесного, нежно-пудрового цвета. Это для куколок. 3 моточка у меня новых таких. Это для малышей будет игрушечки, так как это 100% хлопок, здесь без добавления акрила. Вот, так что в мою коллекцию пряжи. И купила вот такую полочку. Ее плохо видно, она как домик. Также для ярмарок. Давно на нее смотрела. Так, донышко вот так прикрепляется.
Здесь на крючочке я могу повесить брелочки. Здесь в кармашек у меня будут. Также поставлю несколько игрушек. Вот это все для ярмарок. Ну и без открыток новеньких также не обошлось. И давайте быстренько вам их покажу. Это покупала в магазине «Коллекционер», где мой муж покупает марки себе. Вот. Также ходили, гуляли и зашли в этот магазин на выходных. Вот такая симпатичная открытка. Фея фикусов и комнатных растений. Я эти открыточки вкладываю в посылки с игрушками. Так, какие-то одинаковые. Клубничная фея. Эту открытку я положу с игрушкой, на которой будет платье в клубничку, в земляничку. Так, такая открыточка. «Пятый лепесток» называется. Да, мы в детстве тоже все искали цветочки черемухи, сирени, чтобы было 5 лепесточков. Считалось, что это счастливый цветочек. Так, это у нас тыквенный супчик. Фея варит. Да. Такая уже была. Это фея пионов. Нежные открытки, и они такие тактильно приятные. Так, вот такая у меня уже была открыточка, но я еще решила купить. Но вот это плотная. И вот эти открытки, как интересно называется серия, тут надпись очень так: «Маленькая радость делать что-то сегодня ради спокойствия завтра». Вот, видите, как заготовки. Мышка летом закручивает банки, чтобы зимой не голодать. Видите, какая подпись. И здесь: «Маленькая радость зачарованно зависнуть, наблюдая, как кружатся осенние листья, кожей чувствуя тишину комнаты и огромный мир за окном». Вот. И здесь «Маленькая радость». Наверное, открытки так и называется. Серия «Маленькая радость». Быть хорошим слушателем. Вот. Ну и вот такая пчелка, квадратная открыточка. Может быть, буду пчелок вязать и потом также эту открыточку привожу. Ну, открытки — это моя любовь. Не могу никогда пройти мимо, и все равно какую-нибудь себе найду интересненькую открыточку и приобрету ее. И вот такую открытку я купила на почте, когда отправляла посылки. Вот просто хороший денек сегодня. Понравилась также открытка, но это на почте. Вот, и что же у меня еще новенького? Так, я купила глазки, сейчас покажу для кого. И вот такие маленькие подвесочки. Разные. У меня уже много было таких подвесочек интересных. Вот лошадка. Маленькие мишутки. И совушки. Вот. Такие подвесочки. И вот такие купила подвески. 10 штук аж взяла. Это зеркальца. Но я их, конечно же, буду делать не как подвески, а буду вот такие зеркальца вкладывать в сумочку также игрушкам. И хорошо, что здесь есть петелька. Я эту вот подвесочку буду к сумочке пришивать, чтобы она не потерялась. Вот. Это моим зайчиком, которым я вяжу сумочки. И вот в сумочку я так и хотела. И расчесочку, зеркальце. Вот как раз попались мне на глаза такие подвески. Я решила, что как раз вот к сумочкам моим будут и по размеру подходить. Вот. Ну и вот глазки такие с белыми точечками. А кому я такие глазки купила? Вот эти глазки. Сколько тут купила? 1, 2, 3, 4, 5, 6. А это носики для собачек. Вот кому такие глазки. Я уже вязала такие брелочки. Это Йода. И как только я его связала в прошлом году, у меня сразу же его на первой ярмарке купили. Я связала вот еще одну такую игрушечку, брелочек. Но его я хочу отвезти на полочку в магазине. И, как мы знаем, больше привлекает внимание покупателей, когда таких брелочков несколько. Если он один будет висеть, то его может кто-то заметит, а кто-то и нет. А вот когда их будет много, то они более такие яркие кажутся, ну и привлекают больше внимания. И поэтому я купила таких глазок. Еще у меня вот одна пара оставалась, последняя. Вот надо мне связать сейчас
Таких йод побольше. Вот, и отвезу на полочку в магазин. Вот. А носики я купила для собачек. Я еще и заказала на Wildberries, конечно, мне сейчас придут. Но я смотрю, вот 5 штук 45 рублей, 9 рублей носик. Может быть, даже выгоднее и в магазине оффлайн покупать, чем на Wildberries. Ну, посмотрю, какие там носики придут. Ну, эти прям собачьи. Вот, а для кого я их? Вот такие у меня собачки связались. Но это носики у меня, вот этот носик, по-моему, из Леонардо, да. И вот видите, какие подвесочки я им привязываю. Тут топор. Но это что было у меня в наличии. Вот такая овчарка. Вязала их по мастер-классу с Ютуба. Но немножечко изменяла. Вот. Мордочку по-другому вывязывала. Тут бровки вышивала сама уже на свой вкус. Вот эти красные шнурочки. Какой-то тоже есть мастер-класс. Но он платный, я просто как идею взяла такие ошейнички им красные. Так вот, этот холофайбер ниточка. Вот. Ну и подвесочки. Там у девушки были косточки. Как же канал называется? Чирка Тойс, по-моему. Да, Чирка Тойс. У нее платный мастер-класс у этой девушки, а я вязала по другому мастер-классу. Ну, небольшие такие игрушечки. Рост их у меня получается так, от ушка и до лапки 16 сантиметров. Вот, и вот такие носики вот у меня не было. Хорошо, что вот я купила. Смотрю, сейчас и по размеру они подойдут этим собачкам. Вот такая овчарка. Дальше, не знаю, какая это порода, но пусть будет хаски. Также привязала брелочек, вот такую подвесочку. Дерево жизни. Вот надо их еще почистить мне. Когда мы кончики прячем, вот этот холофайбер немножечко высовывается. Хаски это не хаски, может быть просто серая какая-то собачка. Вот такие хвостики. Ну, хвостики сама тут придумываю, не как в мастер-классе. Не знаю, как у Чирки Тойс, но вот у меня такие собачки. Лапки тут вышиваются. Также пальчики. Здесь, да, вот это носики одинаковые у меня. И вот такая собачка корги. Также с ошейничком. Здесь у меня листик пришит. Вот, привязан. Глазки здесь просто черненькие. У этих голубенькие. А у хаски я сделала глазки разным цветом. Этот голубенький, а этот серебристый. Вот такая еще собачка. Ну, тут хвостик такой пышненький. Если у этих собачек длинные хвостики и у овчарки. Так что вот у меня 3 новенькие собачки. И это, конечно же, игрушки для ярмарки. На полочку я такие не понесу, не повезу. А вот на ярмарке такие небольшие игрушки самые, я считаю, то. Потому что дорогие большие не покупают, а это будут недорогие уже у меня. Поэтому вот специально для ярмарки. Так, пока уберу их. И еще одну игрушку из плюшевой пряжи я связала также для ярмарки. Это по той же схеме, что и собачки. Также вывязываются и ножки, и ручки, и туловище, голова, все. Ну, просто оформление по-другому. Ну, пряжа, соответственно, другого цвета. И получилась вот такая пандочка. Вот. Симпатулечка моя. Хорошенькая. Вот, маленькая такая вот она, ладошечная игрушка, как их называют. Ну, что хочу сказать про ярмарку. На этих выходных я на ярмарку не ходила. У нас даже это больше не ярмарка называется, а выставка, вот, которая проходит в городском парке. Но мы с мужем гуляли в центре и прошлись по этой ярмарке. И что же вы думаете? Я насчитала 18 мастеров-игрушечников, которые стояли вот на этих выходных именно в субботу. В воскресенье было меньше. Но мы любим каждые выходные выезжать в центр гулять. Также и в воскресенье гуляли по этому парку. Вот. Но вот я подумала, 18 мастеров, у всех игрушки.
Да, есть мастера, у которых игрушки особенные, отличаются. Они, конечно же, и сразу привлекают внимание. Но в основном все игрушки одинаковые. Ну, плюс-минус. Там ассортимент, конечно, у всех похожий. И я думаю, как вот 18 человек, как можно там что-то продавать? Это, конечно, уже полный перебор. И вот я что-то буду думать уже с этими игрушками. Нужна мне эта ярмарка, не нужна. Да, у меня кроме игрушек есть много и другого в ассортименте. И косыночки, и воротнички, и салфетки, и ловцы снов, носки. Вот. Ну, что-то надо думать. Конечно, игрушки — это уже не вариант выходить с игрушками на такие ярмарки. Вот. Поэтому у меня много плюшевой пряжи. Мне нужно, конечно же, ее извязать. Но я вот сейчас буду, наверное, вязать эти сумочки из плюшевой пряжи. И, наверное, на плюше я остановлюсь. Все, мне это не очень интересно. Вот, наверное, на этой неделе я сделаю видео с обзором моей плюшевой пряжи, которая у меня дома в наличии. Это чисто даже для себя, чтобы посчитать, сколько у меня мотков, сколько килограмм, немножечко распределить ее, что можно связать из того, что у меня есть, и постараться, конечно же, как-то реализовать эти игрушки. Вот связала еще между делом, у меня оставался маленький моточек белой пряжи плюшевой. Мне даже не хватило на крылышки. Вот хватило на головочку, туловище и хвостик, а крылышки я уже связала из другой, это акриловая пряжа. Вот такие ножки привязала, глазки на безопасном креплении. Ну, такого маленького гусеночка связала. Ну, это просто отдых. Да, из плюшевой пряжи вязать легко, просто, и руки не устают, крючок толстый, не надо никакого усилия для вязания таких игрушек. С одной стороны, удобно такие вязать, но все равно вот и из тонкой пряжи игрушечки выглядят совершенно по-другому. И связала также для полочки в магазине вот такую игрушку. Это Тотора из японского мультфильма. Я уже вязала такую игрушку также в прошлом году летом для ярмарки. У меня ее быстро купили. Я что-то вспомнила, что нужно связать еще таких игрушечек мне. Вот. Если хотите, я схему этой игрушки опубликую в своем телеграм-канале. Тут все очень просто, но все равно требуется время, много пришивных деталей. Вывязать надо саму тушку. Пузико вот это, на пузике галочки вышиваются, ручки вывязываются, пришиваются, ушки также все отдельно, хвостик, все пришивать это долго. Глазки на безопасном креплении, но также их нужно вот обшить белой ниточкой. Тут вышиваются усики, носик. Ну, кропотливая достаточно работа и трудоемкая. Вот. Так что вот такие два брелочка у меня новенькие. Ну и вот мой капибарка лежит рядом. Также его сюда приложу. Но это для полочки в магазине. Может быть, вот на эту полочку. Ну, давайте сейчас я распакую и посмотрю, как эти игрушки будут смотреться на этой полке. Ну вот так полочка будет стоять в магазине. Вот этот толстячок не помещается между двух полочек. Его наверх я размещу. Ну, конечно, кругленький. Может быть, я и не буду сюда. Вот. А вот так на полочку можно маленькие брелочки расставить. И очень даже удобно. Ну-ка, зайчик влезет. Вот ушки тоже не помещаются. Вот так будут. А эти хорошо два друга влезли. Поместились. Я все никак не отвезу игрушечки на эту полочку. Надо мне на этой неделе обязательно туда съездить. И, может быть, я сфотографирую полочку. Вот такая полочка у меня будет теперь в магазине. Еще одна дополнительная. Мне кажется, очень симпатично тут на полочке будет. Можно какую-то маленькую салфеточку постелить сюда, на нижнюю. Ну, хотя здесь перед ней будут другие игрушки. Поэтому особо места и не будет, что-то другое тут. Вот уже даже заполнено. Небольшая, но все удобно, все видно хорошо. Вот. Ладно, сейчас я уберу все со стола и
подключусь. А сейчас я хочу поднять больной для меня вопрос. Может быть, кто-то сможет мне подсказать. Это касается немного здоровья. Так, ну с чего начать? Вот я вяжу носочки. Как мы знаем, вязать носки это долго. Тем более мы вяжем из тонкой пряжи, тоненькие спицы. И на вязание одной пары у меня уходит 2-3 дня. А я вяжу носки на продажу, и, конечно же, мне этот процесс нужно как-то ускорить. И я хотела обратиться к моей мамочке за помощью. Думаю, буду я вязать, допустим, провяжу, ну, вот 2 резиночки, отнесу ей, пусть она вяжет паголинок. Я потом забираю у нее, провязываю пятки своим способом. Мама живет, благо, недалеко, тут минут 7-10 ходьбы. Вот. Я могу быстренько ей отнести, забрать у нее. Вот. Пятку провяжу, все, тут клин подъема, дальше она вяжет стопу, и я потом забираю и доделываю мысочки. Думаю, вот так у меня процесс, может быть, ускорится. Мама будет у меня в помощницах. Вот. Тем более мама хочет быть всегда полезной мне, когда я ей отношу какие-то мотки, там что-то распустить, перемотать. Вот она у меня пряжу в пасмах, которая была, перематывает. Ей это нравится, она чувствует себя полезной. Ну и действительно, это помощь. У меня времени на все не хватает, а вот мама мне всегда не отказывает и наоборот спрашивает, что тебе еще помочь, давай что-нибудь тебе перемотаю. Но у меня не настолько тут большое производство, чтобы мне мотать пряжу. Вот. И мама пришла ко мне в гости, и я говорю, мам, ну давай попробуем. Вот, бери носочек вот этот, вот тебе спица, и попробуй, просто лицевая гладь. Да, я понимаю, что человек уже не вязал много лет. В молодости эта мама вязала у меня и кофты, и свитера, джемпера, платья мне вязала, носки вязала. Вот, но уже больше 20 лет, конечно же, она спицы не брала вообще совсем в руки. И надо добавить еще такой момент, что у мамы был инсульт 1,5 года назад. Вот, но я смотрю, как она вяжет, она там как-то вот заводит. Ну да, зрение уже, конечно, слабенькое. Она уже и очки переодела, другие посильнее, в которых она выполняет такую работу. Вот, в каких читает. Ну вот у нее так получается все. Бедненько она мучается, мучается. И вот я не знаю. Или это из-за того, что она давно не вязала, скорее всего. Но я понимаю, да, что человек, который давно не вязал, я даже с одного изделия, вот повяжу из плюшевой пряжи, потом беру салфетки-воротнички, уже руки по-другому работают, и нужно приноровиться, уже тяжело вязать. А тут, когда несколько лет не брал спицы в руки, то, конечно же, это тяжело. Вот. Может быть, причина еще в том, что все-таки человек не совсем здоровый, инсульт ни у кого просто так не проходит без последствий. Может быть, и это еще. И я даже из-за того, что был инсульт, наоборот, хотела ей дать такую работу. Это все-таки моторика, это и для головы полезно. Когда мелкая моторика, вот пальчики работают, думаю, может быть, наоборот будет, это ей полезно. Но я же не знаю, как она себя чувствует, я же не могу в ее шкуре побывать и посмотреть, насколько это реально вязать вот ей в ее возрасте. А в то же время, я думаю, еще может быть и пряжа тоненькая, и спицы тонкие. Может быть, дать ей задание вязать из более толстой пряжи. У меня есть и эти спицы в 2,5 мм, может быть, 3-3,5 мм спицы и более толстую пряжу. Пусть вяжет носки из грубой пряжи. Вот, как вариант, ей для начала, может быть, попробовать вязать носочки не из такой тоненькой классической носочной пряжи, а из более толстой. Там и петель меньше на спицах, и вязать их легче и быстрее. Вот не знаю, вот, если вы сталкивались с такой ситуацией, вот как мне, может быть, не нужно маму заставлять, но она как-то у нее не получилась, она все, ой, не надо, не буду. А может быть, ей все-таки надо попробовать. Вот я хочу попробовать отнести, вот связать ей также резиночку какую-то из однотонной пряжи. Тут еще пряжа пестрая, может быть, нужно глаза напрягать. А вот спокойно какой-то светлую, вот светло-серый у меня есть. Alize Волтайм, она потолще, там в 100 граммах 220 или 240 метров, я уже точно не помню. Вот, дать ей этот моточек, и пусть она вяжет, пробует. И даже не то, что мне как помощь, а вот чтобы ей было какое-то занятие. И она будет также чувствовать себя полезной,
Ну и действительно, это помощь мне будет какая-то, если свяжет какую-то пару носков. Потом я ей напомню, как и пяточку вязать, как мысочек закрывать. Но это я и сама думала, вот это более такую тонкую работу с пяткой, мысочком самой разобраться. А вот когда нужно просто вязать гладью, вот по галеночек и стопу, я думала, мама мне поможет. Но вот еще хочу подумать над этим вопросом, как ее задействовать. Все-таки помощница такая мне не помешала бы. Вот. Ну и чтобы пальчики ее также работали. Вот если вы сталкивались с такой проблемой, с таким вопросом, вот напишите мне, пожалуйста, в комментариях, вот как быть в такой ситуации мне. Вот или уж маму не мучить, не надо ее заставлять этим заниматься, или наоборот, это будет полезно для ее здоровья же, и для меня также это не лишние руки. Вот. Так, но у меня тем временем купили салфеточку, вот такую кофейно-молочного цвета. Мы с вами ее вместе вязали на канале. Размер такой салфетки у меня 32 сантиметра. Сейчас мне нужно также ее упаковать. Для этого я приготовила вот эту картоночку. Все смотрим, чтобы не было никаких хвостиков. Так. Вот, положу открыточку в подарок. Нарциссы. И заворачиваю в подарочную бумагу нежную. Так, и еще одну салфетку мне нужно сегодня отправить. Я вам ее уже показывала недавно. Также все внимательно смотрим с изнаночной стороны, чтобы не осталось никаких хвостиков, незамеченных, не отрезанных. И вот такую открыточку также я привожу в подарок. На этом мы с моей лягушечкой будем с вами прощаться. Пойдем сейчас делать новый наряд моей красавицы. И в следующем видео я вам покажу, какой сарафанчик или платье, или что-то еще у нас получится с моей модницей. Но цвет мне очень нравится. Мне кажется, к ее глазкам очень подойдет такой вот сиреневый розовый цвет.
Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, большой пальчик вверх. Это помогает продвижению канала. Спасибо, что смотрите наши видео, вяжете вместе со мной. Всего вам самого доброго, вяжите с удовольствием. 7 ровных петелек и до новых встреч!